Здравствуйте, друзья! Значит, у нас сегодня Nikon F70. Задавали мне вопросы, как по-быстрому настроить его. То есть, как по-быстрому взять уже и фотографировать. Да? Ну, батарейки или аккумуляторы вставляются сюда. Это в первую очередь. Аккумуляторы бывают, если с защитой, то они немножечко больше по размеру, поэтому немножечко так помогите и замочек подтолкнуть немножко вот в эту сторону. Батарейки нормально здесь существуют. Так, значит, что у нас? Это фокус, автофокус, мануальный фокус, да? При этом у нас вылазит отвертка и залазит в эту дюрку, эту дырочку. Так, чтобы по-быстрому настроиться, значит, у нас кнопки здесь функции и подтверждение set. Значит, in, out – это мы программные настройки загоняем и, если нужно, выгоняем. Это выбор точки фокусировки, ну, то есть точная фокусировка, либо расширенная. Это программные вот эти вот, значит, любительские дела, вот эти вот предустановки. Заряд аккумулятора, либо батарейки. Здесь у нас выдержка. Количество кадров отснятых. Как выбрать у нас вот сектор такой немножко неудобный, но то есть мы удерживаем кнопку функция, да, выбираем тот сектор, который нам нужно задействовать. В данном случае, допустим, вы знаете точно, что у вас, например, 200 единиц пленка, да, вы можете выбрать либо по DX, все делается так. Удержите кнопку функция, вот эту вот. И выбираете сектором, значит, поворотом этого колесика, выбираете тот сектор, значит, сектор, который нам нужно изменить, поменять. Отпускаете. У нас тут вот мы вошли в сектор ISO. И мы меняем здесь ISO. Как вам нравится. Либо, если вам, например, пленка какая-нибудь просроченная, да, можете сделать там 160 единиц, 125, либо 100 единиц, неважно. Если у вас фотопленка считывается код DX, вы просто заходите в этот код DX и все. Здесь у вас значок показывает, что пленка будет автоматически определена при установке кассеты. Я обычно пользуюсь ручными. Значит, здесь эта кнопка, вот эта кнопка Set, она имеет две функции. Значит, подтверждение и, значит, съемка по таймеру. Значит, бывает, если вот сейчас нажал, съемка по таймеру мигает. Да? Для того, чтобы выйти из этого, нужно опять перенажать функцию и опять эту кнопку Set. Удерживаем кнопку Set и меняем ISO. Да, у нас там 200 единиц. Все, это мы установили. Это по-быстрому, чтобы узнать, либо проверить, какая у нас пленка. Теперь следующий сектор. Выбираем его, удерживая кнопку Set, вращаем колесо и выбираем нужную, значит, съемку, да, там одиночными, либо серийными, с большой скоростью, либо с малой скоростью. Ну, выбираем просто вот обычную съемку одиночный кадр, да, вот. Теперь вот у нас функция показалась, вот у нас, да. Для того, чтобы отключить, нужно еще раз нажать кнопку Set и крутануть колесико на один щелчочек, чтобы пропала, значит, у нас съемка по таймеру. Дальше идем. Так, здесь у нас пока тишина. Здесь мы выбираем, значит, программу мануал. Вот мы сюда входим. Тоже вращаем. Значит, это у нас программная. Но с возможностью менять, когда объектив будет на месте, можем менять пару. Выдержка, диафрагма. Для того, чтобы добиться там либо глубины резкости, какой-нибудь размытости, или просто все резкое, там, если мы снимаем что-нибудь, пейзаж групповой или еще что-нибудь. Так, опять этот у нас, то есть функцию
Выбираем, Set нажимаем, крутим дальше. Приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и снова manual. Значит, у нас аппарат поддерживает объективы, в принципе, все, кроме, ну, можно снимать, конечно, на G. Сейчас я покажу. Но только в двух режимах. Значит, вот у нас объектив типа поддержка типа G, да, то есть китайский Yongnuo 35 мм. Неплохой объектив, но, к сожалению, на этом аппарате он будет работать не со всеми функциями, но работать может. Сейчас покажу как. Значит, с этим объективом в мануале у нас диафрагма будет закрыта. То есть мы менять можем только выдержку и все, и у нас будет постоянно закрытая диафрагма. Это максимально ее как бы большое, ну, закрытое значение. Для того, чтобы им снимать, нам так выбираем приоритет. Вот мы приоритет выдержки можем использовать, да? Здесь мы можем как-то еще менять. Вот сейчас, допустим, вращая вот это главное наше колесо, да, мы можем как-то вмешиваться, но это опять же будет ну, как бы автоматическое, но мы можем хоть как-то, значит, поменять, ну, как-то можем фотографировать на этот объектив, да. Если вот у нас здесь показ low, ну, значит, не хватает света, то есть диафрагма уже полностью открыта, но выдержка сильно короткая. Поэтому добиваетесь, пока у вас не появится, если вы хотите снимать какой-нибудь портрет, да, с размытием и хотите использовать полностью открытую диафрагму, значит, вращаем колесо. Либо выбираем какой-нибудь стандарт, там 5,6, между 5,6 и 8, допустим, да, и, ну, выдержка, чтобы не было шевеленочки, там хотя бы 1/30 была, так как объектив у нас 30 мм, значит, ну, примерно не дольше 1/30. Все, значит, у нас получается, с этим объективом можно в этой функции работать, либо в полностью автомат, нет. Вот у нас автомат с возможностью менять пару. То есть, как вариант такой нормальный. То есть, как бы можем менять пару, да. Полностью открыли, но когда у нас закрыто, и когда у нас потерялся свет или еще что-нибудь, да, у нас будет меняться эта пара и постоянно контролировать ее нужно. То есть, если вы более, как бы, больше вручную хотите, тогда это только приоритет выдержки с такими объективами в этом аппарате. Если ручной, там проблем нет. Там выбираете все ручные настройки полностью. Ну, вот так вот оно получается. То есть, но вообще с буквочкой D выбирайте объектив именно для вот этого фотоаппарата F70 либо N70, неважно, там для европейского рынка F70, на американский, там, японский, там N70, ну неважно, в общем, они полностью одинаковые, все там, ничего там особо я не заметил разницы. Можно, например, настроить что-нибудь, да, вот, и загоняем, нажимаем буквочку IN, удерживаем ее и крутим до тех пор, пока у нас не появится какая-нибудь программа. Да? Например, мы захотим загнать в программу 1. Все. Вот она появилась, синичка, отпускаем. Теперь, допустим, мы хотим поменять здесь что-нибудь, да, например, в мануал там, или программный, да, P. То есть полностью автоматика.
нажимаем кнопку In и крутим до той программки, которую нам нужно забить. Например, программа 2. Да? Все, отпускаем. Теперь, когда мы хотим быстренько пользовательскую программу найти, да, мы нажимаем Out и крутим до той программки, которая единичка, двойка или тройка. Там, по-моему, там 3 их. Да, 3. Еще нулевая есть. В общем, 3 программки здесь есть, пользовательские. Вы можете быстренько себе, значит, достать те параметры, которые у вас настроены уже под определенную пользовательскую функцию. Это по ним. Ну, если вы уже, допустим, не хотите тоже заморачиваться, нажимаете вот эту кнопку P с буквочкой S и уже выбираете ту программку, вот стрелочка идет напротив каждой вот этой иконочки, показывает тот вариант, там, портрет, спорт, пейзаж, там, или еще что-нибудь, или на фоне пейзажа. Выбираете программу себе. То есть, как бы вроде как аппарат, вот еще вот это вот, здесь у нас маленькая такая иконочка, да, удерживаем и выбираем точку фокусировки. То есть расширенную точку, либо точечную совсем. Значит, замеры матричный, центровзвешенный, либо точечный. Здесь у нас, значит, передняя, задняя вспышка, там, ну, по шторке по задней, по передней и с подсветкой от красных глаз. Тут у нас коррекция на вспышку плюс-минус. Ну, это как бы такие самые основные, которые я вам показал в начале. Это вот самые основные. Значит, зарядка пленки у нас, да. Очень просто. Вот здесь вот рычажок. Вниз опускаем. Скажу вам сразу, один раз я при быстрой зарядке я выломал вот эти пластмассовые накрышки. То есть просто быстро ее закрыл. И они две сразу вылетели. Ну, я потом залез, то есть там паяльничек взял немножечко. В общем, кустарным способом, тут скобочки металлические добавил. В общем, когда закрываете, помогите. Вот таким вот образом. У вас не получилось с крышкой. Крышку, конечно, можно поменять и дальше снимать. Сами замки здесь железные, металлические, имею в виду. И с ними ничего не происходит. А вот на крышке они пластмассовые. Значит, выгрузка, если, допустим, вы не досняли пленку, вернее, досняли или не досняли, ну, неважно. В общем, вам нужно перемотать. Обязательно здесь функция тоже нужно. После съемки нужно перемотать. Нажимаете вот эти две кнопочки, удерживаете, и у вас пошла перемотка. В зависимости, какой вы здесь выбрали, значит, вот здесь вариант, да, будет быстрая перемотка, либо медленная. Вот здесь вот. Такой у вас будет быстрая перемоточка назад. Залетать. И она шумная, конечно. Я имею в виду, что если вы снимаете где-то в помещении, где нельзя какие-то звуки посторонние, то выбирайте тихую перемотку. Все, фокусироваться вы знаете как. Нажали чуть-чуть, фокусировка сработала, дальше дожали. Это как бы вспышка. Есть здесь вкидывается вспышка. Не помню, по-моему, 14 ее ведущие. Подсветка красных глаз у нас работает, когда вот эта вспышка у нас работает. То есть вот здесь у нас есть такой маленький фонарчик. Вот он как бы перед тем, как провести съемку, он светит глаза, зрачок закрывается и сетчатка не так видна. Здесь лампочка мигает, когда мы снимаем сами себя. Как бы вот это замок по экспозиции, по автоэкспозиции, в общем. Вот у нас вариант, когда у нас вот пленка, например, Rollei Retro 80 единиц, черно-белая. А DX у нас покажет, что здесь 200, потому что в 200, значит, на хвостике пишите, какая у вас пленка, когда, для удобства, вообще, если забыли или еще что-нибудь. И здесь я наклеечку делал. Все. Вставляем пленку.
И заводим за красную линию там, немножечко. Все. Закрываем. Включаем. И первый кадр. Нажимаем кнопочку автоспуска, чтобы она прошла у нас. Все, у нас единичка. И показано, что пленка выехала из кассеты. Вот кассета. Вы начинаете снимать. Сейчас в мануал поведу, чтобы показать по-быстрому, да. То есть здесь у нас до 1/4000 выдержки выдерживает, значит. Все, вот вы, допустим, снимаете, да. Значит, если у нас скоростная, то вот такой вот, значит, звучит. Очень быстро. Все, теперь вам нужно перемотать пленку назад. Удерживайте вот эти две кнопочки с красными символами перемотки пленки. Две одновременно удерживаете, и у вас пошла перемотка. Все, показывает, что можно доставать, пленка у нас в кассете. Вот она мигает, что нужно достать ее. То есть мы пытаемся снять, но у нас ничего не выходит, потому что пленка у нас уже отснята, и она в кассете находится. Здесь показан значок End, конец. Все, достаем. Все, достали пленку. Пленку загоняет полностью. То есть нет возможности с хвостиком. У меня на канале, я там оставлю в конце видео, как вытащить пленку. У меня был вопрос, как быть в аэропорту. То есть, чтобы не сдавать весь аппарат, как быть в аэропорту. Я говорю, запоминайте, на каком кадре вы остановились. Допустим, 17 кадров, да? Нажали, перемотали. У вас пленка в кассете. После того, как вы сделали перелет, да, у вас пленки, которые вы, для того, чтобы их не засветили, вы отдельно их проносите мимо аппарата рентгена вот этого, да. И вам нужно опять, допустим, у вас в багаже сам аппарат остается, да, в чемоданах, в которых будет, значит, проверка именно рентгеном. После этого снова заряжаете, вытаскиваете пленку, как там, из кассеты, заряжаете в закрытом состоянии, крышка на объективе, либо закрыта полностью без объектива вот этой крышкой. Снимаете до там 17 кадра, пусть 18, 1+. Прощелкиваете, все, дальше можете снимать уже, снимаете крышку и снимаете дальше до конца. То есть, если, это у меня был вопрос как раз по аэропорту, как быть, если пленки можно отдельно взять в кулечек, да, кинуть их в карман, допустим, да, а аппарат у нас будет в багаже. Таким вот способом нужно вытащить ее обязательно, потому что засветите рентгеном фотопленку. Снимает тоже, я не помню сколько кадров в секунду, но в общем для пленочников это не существенно. Это здесь у нас для тросика, чтобы снимать дистанционно, либо со штатива, чтобы не было шевеленки, допустим, там. Использую я здесь аккумуляторы. Они с защитой на 3 вольта. На 3,6 не пробовал, скажу честно, не пробовал на 3,6. Вот на 3 вольта я нашел, и они с защитой. Здесь защита. Заряжаю в Litocala 500S зарядном. Заряжает, ну, рекомендую лучше брать батарейки. Батарейки хватит вам там, не знаю, по паспорту написано 100 пленок, больше 110, по-моему, пленок, но если 50 пленок она выдержит, комплект батареек, это будет отлично. 123 батарейки. Аккумуляторы это такое баловство. Я считаю, что баловство, потому что аккумуляторы могут сесть внезапно. Батарейки, они
все равно как-то показывают, что еще какой-то там заряд есть. Если ползаряда, то вы еще можете снимать несколько пленок. А на аккумуляторах у вас очень быстро это все. Если показала там пол батарейки, да, с аккумуляторами, скорее всего, уже осталось вам немножко, может быть, какие-то кадры, в зависимости от качества аккумуляторов. Все, друзья, спасибо вам большое за внимание, всего вам хорошего, съемок вам отличных. На черно-белую снимайте, цветную снимайте, негатив, слайд, что вам нравится. Аппарат неплохой. К нему можно приспособиться, и если у вас объектив с буквочкой D, либо мануальные, да, объективы, можно снимать спокойно, без проблем. Отрабатывает выдержки нормально, но заметил разницу чуть-чуть, наверное, в 1/3 стопа точно с N. N немножечко, значит, плюсовало где-то 1/3 стопа. 1/3, может быть, половинку, не знаю. Ну, такой вот маленький нюанс был, да. Но пленка все равно выдерживает спокойно. С нами сегодня был Nikon F70. Делаете снимки. Все. До новых встреч. С вами был Владимир. До свидания.